Внимание! Это видео для мужчин, которые думают прежде всего головой. Ведь то, о чем я сейчас расскажу, следует применять аккуратно, потому что уже скоро 90% женщин начнут сами проявлять к тебе интерес, хотеть выстраивать с тобой отношения, будут писать и назначать встречу. Но, скажу сразу, это не какая-то волшебная таблетка, где мы за одно свидание переводим девушку в горизонтальное положение, и она готова на все. Иначе можешь выключить это видео прямо сейчас и идти штудировать пикап-форумы. Нет, данный метод позволит любить любую девушку по-настоящему, надолго, и занять с ней реальную, сильную позицию, где она будет кайфовать от отношений, хотеть заботиться о тебе, готовить вкусные борщи и подносить тапочки. Мне знакомо это чувство, когда встречаешь девушку, которая реально очень понравилась. И ты хочешь не просто на одну ночь, а что-то серьезное, в долгую. Хочешь сделать все идеально, чтобы 100% вызвать у нее интерес. И чтобы она влюбилась. В голову лезут вопросы. А как, собственно, правильно действовать, чтобы произвести это впечатление? Какой тактики придерживаться? Как и в какой момент предложить следующую встречу? Когда позвонить? Когда завершить диалог? Стоит ли это делать? И тут ты лезешь в интернет, ну а там говорят другое. Да ты вообще забей, поменьше о ней думай, поменьше обращай внимание, а вообще будь недоступным, и все будет окей. Я убежден, что у каждого из вас в тот момент внутренний голос просто кричал о несостоятельности подобных советов. Что-то здесь не так, явно. Ведь в первом случае, когда ты пытаешься найти какие-то готовые шаблоны, как тебе правильно действовать, ты уже априори проиграл, так как находишься в некотором состоянии волнения и стресса. Во втором же случае, когда ты пытаешься изобразить, что тебе плевать, ты все же осознаешь, что с каждой встречей, с каждым свиданием, с каждым диалогом твоя вовлеченность растет, а избавиться от мыслей и не думать о ней становится все сложнее. Следовательно, изображать недоступность уже проблематично. Ну, а о чувстве того, что ты контролируешь ситуацию в целом, я вообще молчу. Его нет. А мы-то хотим взаимности от женщины, которая нравится, а не играть в одни ворота. Хотим занять сильную позицию, так как понимаем, что в ином случае эти отношения будут конечны. Мы хотим в долгую, а для этого необходимо полностью контролировать ситуацию. Причину всего этого я осознал чуть позже, после длинной череды неудач и сливов. Девушки просто переставали писать, выходить на связь и пропадали. В чем заключается эта причина? Дело в том, что когда нам очень сильно кто-то нравится, мы начинаем как бы смаковать и предвкушать это будущее с данным человеком, с этой девушкой. Начинаем мечтать о том потенциальном удовольствии, которое мы получим, будучи в отношениях с ней и обладая ею. Вон как оно устроено. То есть вырабатываются такие гормоны, как гормоны счастья, как окситоцин и дофамин. Он же формирует привязанность, кстати говоря. И ты становишься в какой-то степени одержимым. А когда ты одержим, ты не владеешь ситуацией. Ситуация владеет тобой. Это как альпинисты-новички, которые наивно в первый раз пытаются покорить гору Эверест, при этом часто погибая. Ведь они замотивированы этим результатом добраться до вершины, поставить этот флаг, сделать фотографию, похвастаться перед своими друзьями. И вот на одном из пиков он начинает осознавать, что чувствует себя не очень хорошо. Кружится голова, и ноги не слушаются. Но вместо того, чтобы остановиться и вернуться, он начинает накручивать себя. Во что бы то ни стало доказать себе и другим, что гора должна ему покориться. Он начинает гипертрофировать это чувство счастья и удовольствия, которое он получит там, наверху.
Но одновременно с этим накапливается стресс, страх, так как подсознание уже понимает, что ситуация ему не подвластна, и не он хозяин положения. Следовательно, альпинист-новичок неизбежно начинает совершать ошибки, оступается, теряет сознание, падает и погибает. Также и с женщиной. Между этими встречами, между свиданиями, мужчина постоянно прокручивает в голове и думает о этом потенциальном кайфе, об этом удовольствии, которое он получит, будучи в отношениях с этой девушкой, тем самым еще сильнее накручивая себя. Зашел на ее страничку ВКонтакте, вроде она сидит онлайн, но почему-то не пишет. А что происходит? Накапливается волнение, накапливается стресс. Добавила какого-то парня в друзья. Снова беспокойство, стресс. Заиграла какая-то мелодия или песня романтичная. Снова мысли о ней. Но она не пишет. Стресс еще сильнее накапливается. Появляется вот это странное чувство, ощущение, что тебе во что бы то ни стало необходимы доказательства того, что ты ей вообще интересен и что она хочет тебя. Это как в фильме про Шварценеггера. Какие ваши доказательства? И вот, находясь в этом состоянии тревоги, мужчины, разумеется, срываются, совершают ошибки, которые по итогу портят все и обнуляют начальную симпатию со стороны женщины. Например, начинаешь сам чаще писать, не хватает решимости первым выйти из диалога и завершить его. В итоге он становится просто унылым. Было же, отпишитесь, у кого так. Примерно в тот момент я и пришел к решению, благодаря которому девушки стали сами постепенно проявлять ко мне интерес. Не быстро, но планомерно и верно. Чаще писать, звонить, предлагать встречу. Эту формулу я вывел, внимательно прислушавшись к себе. И должен признать, она зарекомендовала себя как крайне эффективная. И, что немаловажно, комфортная и интуитивно понятная. Для меня, уверен, и для вас будет тоже. Должен заметить, что этот метод основан на том, что мы ломаем привычный шаблон девушки по тому, как ведут себя мужчины на начальном этапе в принципе. А как мы знаем, женщина влюбляется в то, чего не понимает. Итак, какой тип мужчин обычно женщина встречает? Первый. Сразу же заваливает девушку вниманием, добивается нахрапом. Его много, избыток. Это те новички, которые пытаются покорить Эверест, в итоге погибая. И второй тип – мужчина, который не заинтересован в ней вовсе или просто пользуется. То есть это те, кто даже не пытается покорить Эверест. Да, в этом втором случае какой-то процент женщин все-таки на это ведется. Но в конечном итоге от этого поведения зарождается неприятие, накапливается обида, которая когда-то обязательно стрельнет. Женщина чуть отдалится, мужчина пойдет на сближение, перехват ролевой инициативы, перехват власти, потеря интереса, уход. То есть и то это не оптимальные стратегии, как выясняется. Как я предлагаю делать? Мы соблюдаем баланс. Мы делаем остановку на пиках и восстанавливаемся до следующего, более высокого восхождения. То есть между свиданиями мы не переписываемся с девушкой подолгу, не разговариваем по телефону часами, ночами, как это часто бывает, исходя из практики и историй, которые я читаю от вас. Нет, мы общаемся исключительно по теме встреч и назначения следующих свиданий. Либо подводим диалог к этому. Казалось бы, вроде просто. Но давай копнем глубже. В чем здесь соль? Дело в том, что для женщины это непривычно, так как зачастую она встречает только два типа мужчин, о которых я рассказал выше. Но в отличие от них, в нашем случае у нее в голове парадокс. Она видит иное, что на свидании ты реально искренне рад ее видеть, вы хорошо проводите время, вдоволь общаетесь. Но в другое время, когда вы не вместе,
Она по наитию ждет того же поведения, тех же реакций и здесь, то есть в процессе виртуального общения. А его нет. Мы особо и не проявляем инициативы. Мы даем не избыток в общении, а дефицит. И у женщины начинают зарождаться мысли. А что, собственно, происходит? Почему он так нетипично себя ведет? Он вообще серьезно настроен или несерьезно? Я его не понимаю. Она не может тебя понять, она не может тебя разгадать. Но хочет это сделать. Ведь остальные типы мужчин ведут себя не так. Они простые, понятны, как 2 копейки. Важный момент здесь хочу отметить, пока не забыл. Когда женщина пишет сама, обязательно отвечай ей, отвечай доброжелательно. Пусть у нее появится и зародится это чувство, что ты рад тому, что она написала. Сделаем такое положительное закрепление. Пообщайся сколько-то, но недолго. И вот все это побуждает ее писать чаще, больше проявлять инициативу самой. Начнет зарождаться интерес. Стабильный, понятный, планомерный. Но что самое важное здесь? За эти 2-3 недели у тебя появится ощущение контроля ситуации. Для нас это фундаментальная вещь. Иначе отношения не будут иметь никакого смысла. И они будут конечны. А здесь ты в сильной позиции. Ты расслаблен и не испытываешь никакого стресса. А ведь именно это чувство необходимо для построения отношений в долгую. Это работает практически со всеми малопроблемными девушками, которые вот так вот рьяно и активно не претендуют на лидерство. Почему я упоминаю именно проблемный типаж? Потому что большинство из вас столкнется именно с такими. Чего уж скрывать. Таковы реалии. Здесь хотя бы важно выбрать меньше из зол. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео до конца. И до скорых встреч.